Всем привет, вы на канале Na'Vi Valorant, и сегодня мы будем задавать друг другу вопросы анонимно. У меня в руках Na'Vi карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы игроков КС-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Na'Vi карту от Тинькофф. Мой первый вопрос будет Денчику Дингсджею. Я ему задам вопрос, какой идеальный рецепт кальяна, потому что он любит кальяны и он в них очень жестко шарит, пусть он расскажет всем. Так, дальше я задам вопрос Михаилу. Хочу у него спросить, чем он вдохновляется. Следующий вопрос я задам Ярику Джади. Как тебе подкаты на новом герое? Ну, у нас в команде 3 варфейсера, одного надо точно как бы подъебать, так скажем. Хорошо. И последний? И последний Клауду, дефолтный такой вопросик. Какой у тебя любимый тиктокер? Какой у тебя любимый тиктокер? Мой любимый тиктокер? У меня нет, наверное, любимого тиктокера. Я просто смотрю... Клауд в будущем. Не, я просто смотрю больше... Я больше в тиктоке смотрю мемы, типа, нежели какого-то определенного тиктокера. А Клауд кидает вам какие-то тиктоки, ссылочки? Да. Постоянно? Да. Ну, не постоянно, ну, часто. Ну, как и все, в принципе, плюс-минус. Начнем тогда с Дениса. Денису вопрос бы я хотел задать, в какой стране хотел бы он жить, потому что мне очень интересно послушать мнение Дениса на такую тематику, как жизнь в разных странах. Почему? Не Он знаю, много зачем. путешествует? Не знаю, мне просто интересно. Артур я хотел задать вопрос: киберспорт или стриминг? Так как Артур стримит и играет одновременно, мне бы хотелось узнать, что он больше предпочитает, киберспорт или стриминг. Мише я хотел бы задать вопрос, какую игровую серию он хотел бы продолжить. То есть увидеть продолжение игровой серии. То есть бывают игры, которые выпускают несколько частей, потом закрываются. Мне бы интересно было послушать мнение Миши. Кириллу хотел бы задать вопрос, какой цвет он бы хотел покрасить волосы, если бы у него была такая возможность. Так как Кирилл модный персонаж, он тиктокер. А как ты думаешь, какой цвет ему подходит? Не знаю. Но черный тоже прикольный, но просто если бы у него была возможность, какой цвет бы он выбрал, мне просто было бы интересно. Так, я спрошу Дина, как подкатить к девушке, которая тебе понравилась? Почему ты это спросишь? Почему? Потому что мне интересно, как Миша ответит на это. Будешь пользоваться его советом? Возможно. Я спрошу ССК, переехал бы ты в Америку до конца жизни? А ты думаешь, что он бы переехал? Не знаю, честно. Мне интересно знать. Знать, хорошо. Дальше. Я спрошу Джади, планируешь ли ты переехать ближе к Европе для низкого пинга? Потому что он живет где-то там далеко, и у него пинг очень большой до Европы, когда мы пракаемся. Я спрошу Клауда, с кем бы из рэперов ты записал фит? Как ты думаешь, что он ответит? Моргенштерн. Или Мэйвейс. Сейчас узнаем. Денису я бы задал вопрос: любовь или Valorant? Любовь или Valorant? Как ты думаешь, что бы он выбрал? Valorant. ССК, в чем ты видишь смысл жизни? Я думаю, что Артур бы ответил, его не существует. Ярику бы я задал вопрос: ты инсайдик? И Мише бы я задал вопрос: существует ли Тиль? Он книгу сейчас Что, читает. Существует ли Тиль? Какую книгу он читает? Гормоны счастья. Денис в нашей команде самый пожилой на данный момент, и я хочу поинтересоваться у него, во сколько лет пора уходить на пенсию киберспортивную. Там у Артура я хотел бы узнать самые важные качества тир-1 плеера, по его мнению. У Джади самая сложная роль в Валоранте и какой агент самый интересный. И у Кирюши смог бы он переехать в другую страну ради команды. Переехал бы ты в Америку до конца жизни? Возможно, потому что когда я был на World Cup по Fortnite, мне в Нью-Йорке очень понравилось, там прикольно. Пожить бы там, я бы там точно хотел какое-то время. Самое важное качество тир-1 плеера. Наверное, это в первую очередь мозг. Механика, мне кажется, все-таки на втором уровне, хотя в данный момент, на данной сцене, которая сейчас, механика очень сильна, но постепенно она будет сходить на второе место, я думаю. В чем ты видишь смысл жизни? Смысл жизни, для меня в первую очередь смысл жизни — это саморазвитие очень сильное. Я люблю саморазвиваться, достигать чего-то, и мне это очень важно. Киберспорт или стриминг — это вообще глупо, по-моему, нет? Конечно, стриминг, Сейчас да? бы стриминг, я бы тут не сидел. Киберспорт, очевидно, на данный момент, да. Самая сложная роль в Валоранте, и какой агент самый интересный? Наверное, самая сложная роль в Валоранте — это, если именно в команде, то, наверное, капитан все-таки, я бы сказал. Именно роль как именно в команде. Роль агентов, наверное, я бы сказал то, что саппорт, вроде бы, да. Она, по-моему, называется инициатор, что-то такое, если не ошибаюсь.
именно в игре. И самый интересный агент, мне нравится Кайо очень сильно, этот робот. То есть на нем и ножик прикольный, на нем и всякие флешечки есть прикольные, и молик тоже прикольный. То есть разносторонний агент, можно по-разному играть на нем. Вопрос заключается в том, ты dead инсайдик и перевернутый знак вопроса. Вопрос на самом деле очень сложный, надо подумать. Возможно, я бы склонился к варианту ответа «нет». Планируешь ли ты переехать ближе к Европе для низкого пинга? Я сейчас как бы в Украине, поэтому я переехал, можно сказать правильно, поэтому все. Ну, переехать имеется в виду на постоянное место Ладно, я жительства. понял. Ну, вообще планирую. Возможно, в этом году, возможно, в следующем. Я пока не задумывался прям настолько глубоко насчет этого. Как тебе подкаты на новом герое? Подкаты я особо не видел именно в реализации, но выглядит очень прикольно. На Warface подкаты, они баганные. То есть ты подкатываешься как бы в стенку, и при этом ты можешь остановиться. Короче, мне больше нравятся подкаты в этой игре. То есть если ты подкатываешься в стенку в Valorant, то на новом агенте у тебя как бы моделька просто продолжает катиться вперед. Поэтому если сравнивать подкаты, то в Valorant выглядит все намного круче. Первый вопрос. Во сколько лет пора уходить на пенсию? Не знаю, это, наверное, не от возраста зависит, а от внутреннего самочувствия. Ну, как думаешь, киберспортсмену во сколько нужно выходить на пенсию уже? По самочувствию, я думаю, лет 35-40. А чем бы ты потом занимался после выхода на пенсию? Там много чем можно заниматься. В какой-нибудь организации работать, еще что-нибудь делать такое интересное. Любовь или Valorant? Valorant. В какой стране хотел бы жить? Вообще, меня устраивает жить в моей стране. Но я бы хотел попробовать в Америке, в каком-нибудь там Нью-Йорке пожить. Или в Европе, в какой-нибудь там Швейцарии, например. Какой идеальный рецепт кальяна? Значит, рутбир, мед и чутка супернова. Смог бы переехать в другую страну ради команды? Да, смог бы вообще спокойно. В Северную Америку, или если бы мне пришлось бы играть, я бы переехал точно. С кем бы из рэперов ты записал фит? Очень сложный вопрос. Я не рэпер, я бы не записывал фиты, но как рэпер мне, например, нравится Кизару или Тейп. Мне вообще нравится очень. А там предлагали варианты от Джибуда и Мэйвейвс, как ты думаешь? Ну, они просто прикольные сейчас, а вот то, которое я бы мог слушать и тогда, и сейчас, то мне по душе вот Кизару и Тейп, точно. Но я не знаю, он не рэпер же. Он больше артист. Какой цвет бы покрасил волосы? Я в этом плане, это интересный вопрос. Я бы покрасил в какой-нибудь такой ярко-голубой. Какой-нибудь такой. Какой у тебя любимый тиктокер? Любимый тиктокер... Сейчас, секунду. На самом деле, если брать любимых тиктокеров, то это, наверное, будет какой-нибудь... вот, я не помню, как его зовут, по-моему, у него такой никнейм странный, YNQW. Он снимает вайны всегда, то есть смешные там какие-то про жизнь, жизненные тиктоки. Вот мне это больше по душе интересно. Как подкатить к девушке, которая тебе понравилась? Ну, уверенно подошел, взял за руку, сказал: «Эй, девочка, Красавица. чего одна? Сейчас будет два». Ты понимаешь, что тиммейты будут пользоваться твоими советами? Ну, конечно, пусть пользуются. Чем ты вдохновляешься? Ладно, я отложу пока этот вопрос подальше. Какую игровую серию игр хотел бы продолжить? Наверное, серию игр Готика. Она мне когда-то очень зашла. И вообще классная штука. Тильт существует. Да, думаю, тильт существует. Надо с этим бороться, там, отдыхать, не выгорать, все дела. И чем ты вдохновляешься? Наверное, просмотрами каких-нибудь хайлайтов, классных официалок, каких-то крутых моментов. Это заряжает, это воодушевляет. Всем спасибо за просмотр. С вами были Нави Valorant. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.